Ну что, завел детей в садик, и самое время рассказать вам всю правду о поляках, которые мы поняли за год жизни в Польше. No co tam Polacy? Czy jesteście gotowi usłyszeć komentarze w swój adres от человека ze wschodu? Катастрофическая пропасть между поляками и странами. Привет! Мы семья из Беларуси, которая последний год живет в Польше. И у нас накопилось очень много эмоций по этому поводу. Уже давно хочется откровенно высказаться, и сейчас мы откровенно расскажем все наши мысли по пунктам. Самая главная вещь, которую я понял о Польше, как я это понял, опять же, это чисто личное мое мнение, то, что я увидел за год жизни здесь, это то, что Польша — это не территория какая-то, каких-то земель, огороженная границами. Польша — это поляки. И поляки, уезжая из Польши, как вот многие стебутся, что у поляков это традиционный национальный вид спорта, уезжать там куда-то, там веками уезжают, мигрируют или там на заработки. Ну да, во многих странах люди часто уезжают на заработки, все куда-то разъезжаются, куча везде разных диаспор. То как я вижу сейчас поляков и Польшу, что они в себе, разъезжаясь, везут вот эту Польшу, и фундаментальная черта поляков — это вот их так называемая народова тожсамость. Это самоидентификация, самоидентичность. Они себя ощущают поляками и растят детей даже за пределами Польши тоже поляками, учат язык, передают традиции. И вот эта народова тожсамость вот в поляках, насколько я вижу, она вот прямо вот красной чертой. Об этом все комментарии, на этом фундаментируются все взгляды о поляках, о Польше, и от самих поляков тоже исходит вот эта самая главная вещь. И вот как мне вот многие здесь рассказывали, тоже повторюсь, иммигранты уже со всхода, которые здесь живут, уже с паспортами, уже граждане Польши, как они видят вот коренных поляков, что вот у них прикольная, характерная национальная черта, что они вот могут быть разрознены между собой внутри страны, вот как пальцы на руках. Вот, они вот каждый может там смотреть в свою сторону, ругаться по каким-то причинам политическим, экономическим, социальным, они могут там вздорить, но когда у них появляется общая цель, или, не дай бог, общий враг, то они, вот эти пальцы всегда собираются в один кулак и бьют в одну точку, чтобы достичь этой цели. И это видно как в масштабах всей страны, всего панства, так и в масштабах какого-то одного локального дома или какого-то кооператива, когда им нужно решить что-то совместное. Так вот эта самая народовая тожсамость просто в крови у поляков, у всего народа, у тех, кто живет в Польше, у тех, кто разъехался. И вот это проявляется в умении работать сообща, слаженно, во имя общей цели, во имя общего дела. И поляков это очень сильно и выгодно выделяет, я считаю. Одна из самых важных, ярких деталей, которую я заметил в отношении поляков, то, что меня действительно поразило, прям привлекло мое внимание на таком диком контрасте. Для меня, как человека, создающего контент, важный вот этот момент, прямо мега-ультра-гипер важный. Катастрофическая пропасть между поляками и странами постсоветского пространства, будем так говорить. В чем эта разница заключается? Когда вы работаете на русскоязычный сегмент в Ютубе, в Инстаграме или в ТикТоке, те, кто занимается блогингом или ведет там какой-то канал или еще что-то, те, кто постит что-то, все поймут. Когда в русскоязычном сегменте ты что-то постишь, тебя просто заваливают необоснованным хейтом. Очень часто это просто оскорбление, которое не имеет под собой никакой почвы. Но самое стрёмное, что наши люди, даже когда хвалят, даже когда пишут что-то нормальное тебе в комментариях, ты все равно чувствуешь себя в конце этого комментария очень часто, как будто тебя из ведра говном полили. Конечно же, не все. Говорил и повторяю всегда, что огромное количество хороших, добрых комментариев исходит тоже и на русском, и на белорусском, и на украинском, потому что хороших людей везде много. Все нормальные, адекватные люди, которым не чужда человечность, здравый смысл, доброта, они пишут нормальные вещи, и вот в
чем отличие? Когда я начал вести этот польский канал, вот год его ведем, и вот более-менее пошел трафик буквально с ноября, там 4 месяца, 3 месяца, да, активного такого, можно сказать, не было супер роста, но много поляков приходит, пишут комментарии, и что я заметил, что поляки даже негатив пишут вежливо. Я в это просто поверить не мог. Повторюсь, когда ты в русскоязычном сегменте работаешь в интернете, ты привык, что очень часто просто в комментарии вваливаются с ноги, вываливают: слышь, ты, что ты там то не рассказал, это не рассказал. Реально такого просто валом. Просто даже когда человек не хочет писать негатив, а просто там написать замечание, это очень часто выглядит по-хамски, очень так нахрапно, типа, ну, как будто потому что люди привыкли потреблять и ничего за это не брать. То есть люди не ценят чужой труд, чужое время. Вот, не знаю, вот я заморочился, делал видео про цены в Польше, вот мне захотелось сделать его таким трудоемким, вот захотелось мне. Вот, я его там снимал очень долго, там колоссальное количество времени монтировал, много кадров. А чё ты все в доллары перевел? Слышь, а чё ты в доллары перевел? И вот это вот такие комментарии. То есть, ну, хочу, мое видео. Чё я у кого я должен спрашивать, во что мне переводить? То есть, ну, это так обескураживает, потому что у меня лично аллергия на быдло и аллергия просто, я не перевариваю. У меня прямо на хамство, на тупое такое свинячье хамство и быдлячину, вот, у меня аллергия. Просто ты не понимаешь, ну, типа, как так вообще можно жить? Типа, как так можно вообще на вещи смотреть? А поляки, когда пишут тебе комментарий, вот, я такое первое время читаю, я не понимаю, я читаю, ну, потому что еще не совсем мозг воспринимает польский, я стараюсь учиться и читать без переводчика. Читаю, не все слова знаю, словарного запаса не хватает. Там даже какой-то условный умеренный негатив начинается с 2-3 строчек вежливой подводки. Спасибо за видео, у вас хорошая семья, поздравим, życzę wszystkiego dobrego, но jestem niezgodny, ну и далее начинает писать уже комментарий, который, ну, его возмутил или ему не понравился. Вот там был даже комментарий, которого человека задел. Я что-то сказал про курение, и человеку не понравилось. И я читаю, не могу понять. Он мне претензию предъявляет, но в вежливой форме. Ну просто уровень адекватности, вежливости, общей такой интеллигентности на каком-то космически недосягаемом уровне. И ты просто вот на этом контрасте ощущаешь, насколько токсичное русскоязычное пространство в интернете. А за один факт существования тебя просто готовы испепелить. Переходят на личности. Могут зайти и сказать: ты и твоя жена уроды. Вот вы представляете уровень несчастья людей, вот в каком ментальном дерьме находятся люди, вообще как живут, в каком болоте тотальном, чтобы зайти и написать другим людям просто так, да? Так я понимаю, многое не нравится, я тоже смотрю много контента, меня прям бесит. Тот же ТикТок я бы готов испепелить напалмом, бы сжечь его вообще в целом, само явление. Так я туда и не хожу. Потому что мне жалко свое время, свою энергию, зачем мне это? То есть это максимально адекватная, взвешенная позиция. Вот поляки, собственно, и пишут какие-то замечания или претензии в таком формате, что не безапелляционном. Они дают тебе право ответить, ты отвечаешь, и у вас может состояться диалог. Ты такой: чего? Мне дали право в комментариях высказать свое мнение под моим же видео. Это уровень. И вот это очень важно было сказать. Мне хотелось вот это сказать, выговориться, и я сказал. Потому что мне хотелось сказать, и я сказал, и получил удовольствие. Поэтому всем недовольным и несогласным со мной комментаторам из Польши огромное вам спасибо за адекватность. Просто это поразительно. И, говорю, хочется делать контент для поляков, потому что тебя просто не придут, то просто говном не польют, просто потому что ты живешь. И это дорогого стоит. Спасибо. Очень интересная история о нашей соседке, которая вот по лестничной площадке, полька. В прошлом видео мы делали видео о том, как мы искали пончики на польский праздник Tłusty Czwartek. Я рассказал, что мы для нашей соседки купили угощение. Так вот, рассказываю историю, почему она вызвала у нас такие эмоции, что захотелось ей подарить ей эти пончики просто в знак благодарности за человечность. Короче, сижу я дома, буквально это было неделю-полторы назад. Сижу я дома, мы с Настей сидим дома, работаем, Настя в своей комнате, я сижу в гостиной, стук в дверь.
Слышу такой нервный стук, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. А думаю, что происходит? Странно, обычно курьер звонит. Ну, в общем, насторожился, пошел, посмотрел в глазок. Стоит женщина, я ее ни разу не видел. Первый раз вижу вообще в жизни. Но она стоит без верхней одежды, ну, в домашней такой одежде. Просто понятно, что человек, наверное, из подъезда. Приоткрываю дверь, спрашиваю, в чем дело. Она говорит, ну, она по-польски, естественно, разговаривает, и говорит такую историю. К вам страж граничный, пограничники, пограничная служба к вам пришла, мне позвонила, чтобы я открыла, чтобы подняться к вам. То есть не нам позвонила в дверь, а специально соседу, то есть специально делают так делают пограничники, чтобы мы там не разбежались или еще что-то. Короче, в чем дело, дальше расскажу. Она сказала им подождать, положила трубку, пришла к нам и постучалась и говорит, что я решила, что вас нужно предупредить. Вы сами можете решить, открывать или не открывать. Я офигел, блин, круто, спасибо большое. А я перепугался, потому что мы в Беларуси люди, вот очень, знаете, у нас когда к вам какая-то такая инстанция приходит, кто-то из силовиков или там еще что-то, то это ничем хорошим не пахнет. Вот. Еще нужно привыкать, что ты можешь не бояться таких простых вещей, могут просто прийти спросить, и в этом ничего страшного нет. Вот. И я говорю, хорошо, спасибо. Она говорит, все, мне нужно пойти открыть, ты сам решай. Я закрыл дверь, быстро написал нашей помощнице по легализации, спрашиваю там, в чем может быть дело. Он говорит, просто открывай, говорит, не переживай, да все окей, это, Польша, Европа, все хорошо, просто открывай, пообщайся. Вот, короче, пришли стражи граничные, постучались тоже в дверь, я им открыл, они спросили, кто живет, посмотрели документы, увидели наши документы, которые все в порядке, и сказали, что там этот адрес используется какими-то лицами из стран вот какого-то, они сказали, или Узбекистан, или Таджикистан, кто-то там подает много заявлений на этот адрес. Короче, это не по нашу душу, не по нашей. В общем, сказали мне связаться с хозяйкой, предупредить ее, что этот адрес используется в каких-то таких странных целей, потому что с Ужонда к ним пришел сигнал, и все, и, проверили наши документы, сказали, все, пока-пока. Все, окей, все, бояться нечего, все хорошо. Через 2 дня я встречаю эту соседку в лифте, и она такая, как там, что там? Я говорю, да это вообще не по нашу душу, вот рассказала ей историю, что это там какие-то там непонятные манипуляции с адресом. Она такая, окей. И что происходит дальше? Она говорит, а то я подумала, что они пришли вас забирать на войну, отправлять вас на фронт. Я такой человек, что я этого, я против этого, я не хочу никого не сдавать, не хочу в этом участвовать, не хочу, я поэтому решила вас предупредить. Я говорю, не, мы белорусами, там, все дела, мы белорусы, и тут живем уже давно, у нас тут видно на жительство, все хорошо. Она такая, я ж не знала, мы действительно до этого ни разу не виделись. Она говорит, я не знала этого. И просто подумала, что мало ли, я просто решила вас уберечь, если вдруг что. Это, кстати, еще про отношение поляков к украинцам. Обычная полька, обычная женщина, вот такой поступок. И, по-моему, это потрясающе. Я стоял, у меня прямо аж чуть слезы не навернулись, потому что это было безумно приятно слышать, видеть, прямо ощущать, прямо проявление такой человечности, при всем том, что очень много хейта в сторону поляков, что они там не любят мигрантов, мы для них рабочая сила и так далее. Короче, на мой взгляд, это очень показательная история. Она очень хорошо иллюстрирует, как поляки действительно относятся к людям, в целом их человечность, их какая-то участливость и непофигизм в адрес других людей, неважно какой они национальности. Это очень круто, и мы, в общем, ей пончики решили купить и отблагодарить. Просто за то, что она такая хорошая. На самом деле, даже сегодня был случай, когда Дима ушел в магазин посмотреть, там что-то ему надо было, шарф. И мы решили, поскольку это на пару минут, мы решили велики не пристегивать, а что я с ними останусь. Мы все равно всегда советуемся, консультируемся с друг другом. И я постоянно заходила внутрь, туда-сюда бегала, чтобы Диме там как-то помогать с выбором.
И девушка ко мне подходит и говорит: а что случилось, почему ты туда-сюда бегаешь? Я говорю: так у меня велик здесь стоит на улице. Работница. Работница, да, девушка, которая там работает. И она с таким пониманием ко мне отнеслась. Она говорит: о, да. То есть я даже не ждала ничего от нее. То есть она просто скажет: а, окей, пойдет. Но нет, вот как-то, я не знаю, с таким пониманием она сказала, что у нее тоже есть велик. И тут на самом деле кражи очень частый кейс, очень часто воруют. Недавно своровали даже буквально из-под дверей этого магазина. Прицепленный велик своровали, просто разорвали этот замок. И она говорит: и у меня тоже был кейс, когда у меня крали. В общем, ты знаешь, что сделай? Ладно, если тебе впадлу, то есть по сути, я могу пристегнуть свой велик, у меня есть замок, но она даже, то есть она этого не сказала, она просто говорит: давай, если впадлу, просто завези свои велики в магазин, прикиньте. То есть, да, я понимаю, что это мелочь, но все же состоит из мелочей, да, все состоит, что-то глобальное состоит из составляющих ее частей, и если фокусироваться на даже каких-то мелочах, то в целом чувствуешь себя счастливой, и это вот тоже классно характеризует тоже людей здесь, потому что, вот знаете, когда тебе просто не все равно, вот тебе не все равно, ты не вышел из своего дома, и все, то есть, значит, для тебя ничего не важно, да. Но на самом деле, вот почему нам тоже с Димой здесь комфортно и нравится, потому что мы чувствуем схожую ментальность с поляками. Когда мы вернулись после много лет жизни в Азии, мы вернулись в Беларусь, я тогда забеременела. Очень часто у нас тоже были такие случаи в Беларуси, когда мы, например, возьмем какой-то... Я помню, был случай, мы взяли какой-то дорогой продукт, ну, там, скажем, не знаю, семена чиа или там авокадо, что-нибудь экзотическое, да, там, манго нам для чего-то надо было. И женщина на кассе просто сказала... Она сначала была в шоке, посмотрела на корзину. Перед тем, как пробить товар, она сказала: вы уверены, что вы хотите это взять? Мы такие: да. Она говорит: но вы точно уверены, потому что это дорогой продукт, там это манго, оно сейчас очень дорого стоит. И это было тоже чертовски приятно, что людям почему-то не все равно. И мне кажется, в целом мы вот с Димой так думаем, что если бы всем было не все равно, то мир, может быть, был бы немножко другим. Да? Да. Мне кажется, что да, белорусы максимально похожи с поляками по ментальности, но лично мое мнение такое, что поляки более удовлетворены жизнью, более счастливые. Это даже, кстати, показывают опросы официальные, что уровень удовлетворенности жизни у поляков очень высокий. В целом страна достаточно развитая, она же гигантскими темпами вышла на такой хороший уровень развития. Уровень жизни выше и лучше. И плюс вот эта свобода самовыражения, нет подавленности. Хотя белорусы прекрасные, очень крутые люди. Если бы им еще добавить вот этот элемент удовлетворенность жизнью, уровень жизни чуть-чуть повысить, хотя бы чуть-чуть больше, вот, то поляки и белорусы во многом будут похожи. Вот такое мое мнение. Возможно, это нельзя так применить под одну гребенку ко всем, но мне кажется, плюс-минус это как бы и отображает реальность. Тут очень важно еще подчеркнуть такой момент, и в принципе, я надеюсь, всем адекватным, здравомыслящим людям не нужно разжевывать это, но я все же повторю на всякий случай, что это видео вообще не несет какой-то цели принижать или негативно высказываться о других народностях, как обычно люди любят притягивать за уши. Я приводил какие-то сравнения, но это в контексте конкретного пункта, который я оговаривал. Но это не значит, что я говорю или думаю плохо о какой-то другой народности. За всех людей, все добрые, классные, счастливые, миролюбивые, искренние, хорошие, здравомыслящие, адекватные люди должны жить прекрасно, заслуживают этого. Мы часто еще вспоминаем историю, которая произошла с нами в Белостоке. Это было в 2019 году или там 2020, когда мы только переехали в Польшу. И первый раз в тот момент с нами жила собака, и мы в Белостоке в частном секторе жили. Настя выгуливала собаку, и ей бабушка что-то крикнула такое. Что она тогда тебе сказала? Она сначала спросила у меня в довольно-таки, такой немного фамильярной, прямолинейной форме, почему моя собака ходит по чужой территории.
Там не было ограждений, там не было дома, то есть это был как вот свободный участок, но просто это было видно, что это чей-то участок, который просто не застроили. И это не ее территория. И, ну да, это не ее территория, так скажем, район, где она живет. И она спросила, почему у меня гуляет по этой территории собака. Я сказала, что она просто гуляет, ей надо гулять. И почему я разрешаю ей гулять на чужой земле, потому что она там нагадит. Ей это не понравилось. Я была удивлена, что почему ей не все равно. И, если честно, конечно, мой вот реакционный ум, первая моя реакция такая, да, она довольно была эмоциональная. Какое ей до этого дело? Тем более, знаете, как мое эго сразу же вспыхнуло, потому что мы с Димой такие, как бы, воспитанные. Да, мы не идеальны, но у нас развитый социальный интеллект. Мы стараемся всегда думать о тех, кто вокруг нас. И когда у нас была собака, мы практически всегда за ней убирали, да, за исключением, там, не знаю, каких-то глухих лесов, наверное. Но в целом всегда у меня были пакетики, я даже Диму мучила, покупала какие-то там эко-пакетики, и он такой, опять там, да, можно подешевле взять. И мне было обидно, что я убираю, и мне еще высказали, что я некрасиво поступаю. Но теперь до меня дошло, что женщина ничего, по сути, плохого не имела в виду, и она просто пеклась, она просто была озабочена тем, чтобы я этого не сделала, что я бы не выгуливала собаку на чужой территории, скорее всего, которая там погадит, и я это все просто оставлю, и все. Она будет ходить, ей будет, возможно, неприятно на это смотреть, возможно, будет плохо пахнуть. И я теперь ее реально прекрасно понимаю, зная ментальность. Мы, кстати, с Настей часто вспоминали эту ситуацию и обсуждали, и почему-то вот уже столько лет прошло, мы все ее помним, потому что она для нас в некотором роде показательная, и вот то, что Настя озвучила, нас возмутило сразу, что это вот ей не пофиг, где я и что я делаю. Вот у поляков, как я вот сейчас заметил, ощутил, вижу, вот наблюдаю это просто, что им вот это не пофиг именно потому, что у них ощущение моего намного дальше и шире, чем порог собственного дома. Для них двор, для них вот этот участок, где стоит их, не знаю, там жилой комплекс, для них улица, район, город и вся страна — это мое. Я поляк, это мое, и поэтому им не плевать. От этого и исходит вот это ненаплевательство на то, что происходит. Типа, вы же тут нагадите, это же мое. Я поляк, моя Польша, это моя территория, это мой огород, там моя улица. И вот это ненаплевательское общее к общему и создает, не знаю, то отношение, и создает, в принципе, то же самое, вот эту одну из составляющих вот этой польского самосознания, то же самости народовой, и которая, как мне, как белорусу, сложно было понять, потому что у нас самосознание, было стерто намеренно или случайно. Это уже расскажут специалисты-комментаторы, которые любят приходить и рассказывать, как все было. Я уже не берусь тут комментировать, но факт остается фактом, что белорусское самосознание пришло к белорусам только последние 5 лет. Начало появляться, проявляться с языком, с ощущением родины, с такой переосмыслением любви к родине и так далее. И у нас, кстати, то же самое происходило и происходит. А у поляков это веками было. То, что они там с языком это все пронесли сквозь сотню лет, которой не существовало страны на карте, там 123 года. И поэтому для них это как-то очень трепетно все, по-другому они все это ощущают. Это не наплевательство на все, что происходит вокруг на их территории. Резюмируя раздел о положительных моментах, просто хотел бы, подчеркнуть, что, как мне кажется, как я вижу, в общей своей массе поляки уже, они европейцы, они намного отличаются, уже больше в европейскую сторону. Ментальность у них европейская. Вот так вот я считаю, и если кто-то считает по-другому, то окей. Если кто-то считает так же, как я, то окей.
Нет проблем. Чтобы это видео не было таким слишком приторно-сладким, поговорим о минусах, с которыми либо сталкивался я, либо слышал от других людей, как бы с минусами или о каких-то негативных моментах, с которыми люди сталкивались вот в общении с поляками. Давайте посмотрим, что же у меня там записано, очень интригующе. С поляками сложно иметь финансовые отношения, особенно работать с поляками. Особенно, если ты иммигрант. Какая горячая тема. Смотрите, я не работал с поляками, плачу за аренду квартиры, и до этого платил, когда мы жили год в Польше, еще в 19-20 году. Какой вот у меня опыт с финансовыми отношениями, что когда мы платили за аренду, потом у меня был там пару месяцев, у нас были сложности с выводом, мне заблокировали все карты, и я просто не мог платить, я пришел к хозяйке, в Белостоке это было, сказал, что у меня такие трудности, мы тут с 2 детьми, вот, и я говорю, что я просто могу платить сейчас ближайшие там 2-3 месяца просто где-то, максимум 60% от той стоимости жилья, которое я вот сейчас плачу. Он сказал, ладно. И все. Вот такие финансовые отношения. Вот так. Он сказал, хорошо, плати 60% стоимости. Это моя личная история. Вот. Так-то я не работал. Конечно, потом у меня финансовое там положение наладилось, мне разблокировали карты, я там, все, мы начал платить полную стоимость, как и до этого. Вот такая вот история. Вот есть у меня один знакомый, который говорит о поляках так. Не буду говорить его национальность, что их принцип по жизни не обманешь, не проживешь. Он говорит это в рифму вот с русским матным словом. Не обманешь, не проживешь. Вот такой принцип у поляков. Кто работал, имел бизнес с поляками? Напишите в комментариях, правда ли это? Правда ли это или нет? Потому что мне очень интересно. Опять же, это просто мнение, за что купил, зато продаю. Лично я не сталкивался. Очень часто нам в комментариях пишут, знаете, вот вы там приехали сюда и не работаете на заводах и рассказываете, какие поляки классные, что у вас там где-то вы там в детском саду с кем-то пересеклись, что где-то там в магазинах, что с какими-то знакомыми. А вот если вы пойдете поработаете на завод где-нибудь, на самый-самый такой, где какие-то прорабы там супер злые и строгие, вот тогда вы поймете, кто такие поляки. Подождите, у меня вопрос. Можно руку подниму, да? Можно вопрос? Просто на секундочку. А почему бы вам не пойти со своего завода в среду, где я общаюсь с обычными поляками, с теми поляками, которые я пообщаюсь, и не пообщаться с ними, и не поменять себе мнение? Зачем вы меня зовете туда куда-то на завод, если мне туда не надо? Я туда не хожу. В чем моя вина? В чем? Вот. Это то же самое, что сейчас придет какой-нибудь вообще бич, который, алкоголик, который чисто с пацаками под это самое, синяет под это самое, и говорит, а что ты тут общаешься с нормальными людьми, которые не алкоголики, не бичи? Иди к нам в подворотню, с моими ребятами пообщайся, и у тебя мнение сложится. Зачем мне туда? Я туда не хочу, мне не надо. Почему я должен куда-то непременно идти, а не просто быть в сфере обитания своей жизни и делать выводы из своей жизни? Я не тусуюсь с какими-то детьми шейхов, с детьми президентов или какими-то мажорами, которые катаются на ламбах. Нет, у меня обычное окружение. Оно у меня маленькое, но в целом мы пересекаемся в детских садах, где мы пересекаемся и с украинцами, еще и с белорусами. Мы пересекаемся в магазинах, точки соприкосновения с обычными рядовыми гражданами Польши, жителями Варшавы. Почему я должен непременно куда-то идти и складывать свое мнение там? Не, ребят, давайте-ка вы придите тоже в таком случае, чтобы было честно, сюда и сложите свое мнение. Я понимаю, что где-то на каких-то заводах, может, на каких-то производствах, в таких в каких-то разных условиях кто-то пользуется там мигрантами как рабочей силой, потому что просто, везде есть такое. Но я могу рассказать историю своего хорошего приятеля, который во Вроцлаве работал тоже с поляками. Он рассказывал, что он пришел, устроился, его поставили таким мелким начальником над другими мигрантами. Я не буду национальности называть, да, чтобы не было вот этого всего, что его поставили маленьким начальником над группой других мигрантов, группа этих мигрантов уже год жила в Польше. Это было еще в 2019 году. И даже не удосужились выучить «День добрый, прzepraszam, jak się masz» по-польски, а говорили на своем исключительно, вот так вот уперто. И к ним начальство польское относилось, плохо.
Мой приятель приехал за полгода, быстро поднатянул как-то язык, что-то там быстро выучил, его поставили уже в звене начальства где-то там повыше. И он говорит, у нас были прекрасные отношения, ко мне хорошо относились, мне платили надбавки. Да, может быть, не так, как полякам, но, говорит, те поляки были и по должности выше. То есть, камон, ребята, человеческое отношение, оно везде зависит от людей. Нельзя так заявлять, что вот вы идите туда, вам будет то. Я не спорю, что есть по-разному. Поэтому прошу, напишите в комментариях, расскажите, кто имел какие-то бизнесы с поляками. Вот, и поляков тоже попрошу написать, правда ли это, вот, как вообще поляки с поляками коммуницируют. По поводу финансовых отношений вот такая история. Так, у меня еще почему-то в минусах записан это странный пункт, но просто озвучу. Короче, я просто, наверное, где-то хаотично записывал. Смысл в том, что я смотрел недавно подкаст о жизни в Польше и о бизнесе в Польше. Не буду говорить, какой, но это были не поляки. Так вот, и там прозвучала фраза такая, что, к сожалению, тут, в Польше, все приходится делать по закону. Блин, это меня просто поразило. Это вот это сразу очерчивает, какая ментальность, что вот когда ментальность такая вот мутки, вопросы, решаки, лишь бы там любыми способами приезжает сюда и сталкивается с ментальностью, где все привыкли жить по закону. И да, это тоже, мне кажется, очень сильно отличает Польшу, поляков. Вот это отсутствием коррупционного мышления. Конечно, я думаю, что коррупция есть вообще во всех странах мира, в той или иной степени, в том или ином соотношении, в пропорциях, на разных уровнях. Но мышления такого нет. Вот как знаете, как вот эти фильмы про Советский Союз, как вот приходит, типа там, извините, пожалуйста, можно мне вот сервиз там, да, или как не сервиз, а этот сервант мебели, я не помню. О, нет, нельзя, у нас тут вы записываетесь на очередь. Ну, я от Сергея Павловича. Ну вот так передаешь пакетик. Ну раз от Сергея Павловича, тогда вот вам югославской. О, нет, а я еще от Елены Николаевны. Ну вот еще-то, ну тогда вот вам финский полированный. Вот такое. Вот. И интересно, поляки, есть у вас такое вообще сейчас в стране? Принято ли прийти там дать шоколадку, чтобы там где-то без очереди, чтобы где-то лучше, быстрее порешали? Учителям, не знаю, там в паспортный стол или как-то вообще в ужонде вот это можно дать какую-то там взяточку типа маленькую, чтобы это быстрее решалось, работает это или не работает. Интересно было бы узнать от местных граждан, вот от коренных поляков, есть тут такое или нет, потому что я знаю, что кое-где в разных местах еще есть, к сожалению. Ну да, я это записал в минусы, потому что забавно, что для кого-то это минус, что все приходится делать по закону, да. Блин, интересно. И вот у меня записан тоже в пунктах как минус пометить, что уровень сервиса. Да, тут я на самом деле соглашусь где-то местами, не могу сказать, что сильно с этим сталкивался, но все-таки в целом можно сказать, что это имеет место быть, что уровень сервиса в наших странах, там в ресторанных, там бьюти-услуги, какие-то там еще, я не знаю, там, может быть, починка автомобилей, вот именно сервис, когда ты приезжаешь к людям, тебя вот обслуживают быстро, качественно, вот, наверное, уровень услуг у нас, наверное, в постсоветском пространстве выше, чем здесь. Вот. Сейчас мы, кстати, делаем фильм документальный, такой, сборный фильм про бьюти-услуги, как поменялся рынок, про польские вот это стандарты красоты, про вот это все. Жена моя Настя продюсирует этот фильм, собираем информацию, уже много собрали интервью. Прикольно будет. И там вот многие озвучивают такое, что сервис как-то вроде наши, так быстрее саморазвиваются, поляки больше там, останавливаются на таком среднем уровне, и зачем, если так, окей. Тоже не думаю, что это во всех городах сильно заметно, потому что, наверное, только в больших. Не знаю, напишите тоже мнение, что вы думаете по этому поводу. Еще, возможно, я что-то не сказал, возможно, что-то не озвучил. Не было цели что-то утаивать, и не было цели что-то выпячивать. Я жил этот год, записывал в заметки вещи, которые меня лично интересуют, которые меня задели, которые меня тронули, которые вызвали эмоции. Все эти эмоции мне хотелось просто высказать. Я это взял и высказал в своем пространстве, и рад обсудить это в комментариях вежливо, культурно, со взаимным уважением. И спасибо всем за поддержку, все, кто поддержит, поставит лайк, напишет комментарий. Круто, это плюс каналу. Увидимся в новых видео. Пока-пока.